начинаем выполнение нашей салфеточки или цветочка, или мотива с 5 воздушных петель, замкнутых в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово. И теперь я приступаю к выполнению первого ряда. Это у меня будут столбики с 4 накидами. И первый столбик у меня заменяет 6 воздушных петелечек подъема. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее выполняю 4 накида на крючок и ввожу крючок в мое колечко и выполняю столбик с 4 накидами. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Далее опять арочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 4 накида на крючок и 1, 2, 3, 4 и 2. Так я буду выполнять до конца ряда. Всего у меня должно получиться 10 арочек из 5 воздушных петель и 9 столбиков. 10 столбик у меня заменяют петли подъема. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение ряда столбиков с 4 накидами. Напоминаю, я выполнила 10 арочек из 5 воздушных петель и завершаю выполнение ряда. Ввожу крючок 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю воздушную петелечку подъема, которая у меня заменяет столбик с 4 накидами. Выполнила соединительную и теперь могу приступить к выполнению ряда арочек. Арочки у меня будут большие. Сначала я должна перейти к началу ряда. Смотрите, каким образом я это делаю. Я ввожу крючок, выполняю соединительную первую и соединительную вторую. Далее воздушная петелечка, хорошо ее подтягиваю. И под арку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И выполняю арочку из 25 воздушных петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Напоминаю, я выполнила 25 воздушных петель. Проверяем, чтобы у меня ничего не перекрутилось. Пропускаю одну арку очень внимательно и только под следующую арочку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее опять арочка из 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 воздушных петелечек готово. Проверяем, чтобы ничего не перекрутилось. Пропускаем одну арку и только в следующую вводим крючок, столбик без накида. Все очень просто на самом деле. Так я буду выполнять до конца ряда, и всего у меня должно получиться таких
5 арочек. Смотрите, я выполнила все наши арочки из 25 воздушных петелечек. Всего их получилось 5. И я завершаю выполнение нашего кругового ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И еще раз повторюсь, видите, да, все арочки готовы. И я могу приступить к выполнению ряда столбиков без накида. Как я это выполняю? Я выполняю под арочку столбик без накида первый, далее второй. Всего я должна выполнить 28 столбиков. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. И смотрите, после 10 я остановлюсь, просто чтобы не сбиться. На что я обращаю ваше внимание? Столбики я вяжу под арочку, и я их аккуратно, равномерно распределяю по всей арке. 10 закончили. Дальше 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Смотрите, я выполняю незавершенный. Далее ввожу крючок под следующую арочку, выполняю первый столбик незавершенный и оба столбика провязываю с общей вершинкой. Далее я выполню второй столбик под следующую арку и остановлюсь. И теперь смотрите, я распределяю вот таким образом, видите, столбики по всей арочке. Так я выполняю столбики до конца моего ряда. Первый столбик, напоминаю, у меня будет с общей вершинкой, далее второй, третий и так далее. И последний столбик тоже будет с общей вершинкой. И прежде чем продолжить, я хочу показать, что я обвязала все 5 арочек столбиками без накида. Такие они смешные пока у нас с вами получились. В последней арке я выполнила 27 столбиков без накида. И 28 сейчас буду выполнять вместе с вами с общей вершинкой, и при этом завершать выполнение ряда. Под арочку ввожу крючок, выполняю незавершенный столбик без накида. Далее ввожу крючок в вершинку вот первого столбика под моей аркой следующей и соединительная, то есть общая вершинка. Все, мой круговой ряд завершен. Еще раз повторюсь, я обвязала все 5 арочек, и я приступаю к выполнению моего второго ряда. Второго ряда именно обвязочки, да, наших арок. Я ввожу крючок в вершинку следующего столбика и выполняю столбик без накида. Это у меня будет столбик с общей вершинкой при завершении моего ряда. Далее я выполняю еще 5 столбиков без накида ровно и считаем. 1, 2,
3, 4, 5. То есть каждую вершинку по одному столбику я еще выполнила. Далее арочка из 3 воздушных, 2 накида на крючок. Я пропускаю 2 вершинки, раз, два, в третью ввожу крючок и буду выполнять 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Провязываем первый столбик с 2 накидами, далее в эту же вершинку второй столбик и сюда же третий. Напоминаю, столбики с 2 накидами. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных петель. Раз, два, три. 2 накида на крючок, и теперь я пропускаю 3 вершинки. Раз, два, три. В 4-ю ввожу крючок. И буду выполнять точно такие же 3 столбика. То есть 3 столбика с 2 накидами с общим основанием. Считаем. Раз, два и 3. Выполнили. Далее арочка из 3 воздушных. Раз, два, три. 2 накида на крючок, и в следующую вершинку я провязываю точно так же. Первый столбик с 2 накидами, далее второй столбик с 2 накидами в эту же вершинку и третий столбик с 2 накидами. Далее у меня будет идти опять арочка из 3 воздушных. То есть, видите, мы переходим уже на противоположную сторону. Не спешим, аккуратненько. Арочка из 3 воздушных. Раз, два, три. 2 накида на крючок. Пропускаем раз, два, 3 вершинки, в 4-ю ввожу в крючок. И выполняем первый столбик с 2 накидами, далее второй, и третий. Выполнили. Далее арочка из 3 воздушных. И далее, смотрите, я пропускаю раз, два, 2 вершинки, ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И теперь считаю. Раз, два, три, 4 и 5. Выполнили. Далее, смотрите, я ввожу крючок в вершинку, выполняю незавершенный столбик без накида. Далее у меня идет общая вершинка, которую я пропускаю, и в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю опять же столбик без накида незавершенный и общая вершинка. Далее я выполняю 5 столбиков без накида, то есть начинаю выполнять точно так же, как и с этой стороны. Я начну выполнение. Раз, два, три, 4, 5 и дальше у меня арочка. Смотрим, что у нас с вами получилось. Вот мы с вами обвязали такой наш сегментик или лепесточек. Так вы будете обвязывать все 5 лепестков. И так мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами.
мы с вами завершаем выполнение второго ряда обвязки наших арочек и приступаем к выполнению третьего ряда. Вот видите, все 5 арочек у нас с вами обвязываются. И я завершаю выполнение именно второго ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю незавершенный столбик без накида. Далее очень внимательно пропускаю общую вершинку и в вершинку самого первого столбика ввожу крючок, выполняю соединительную. Мой круговой второй ряд обвязки арочек завершен. Вот видите, лепесточки у меня такие красивые получаются. И я могу приступить к выполнению третьего ряда. Третий ряд у меня начинается, как и предыдущие ряды, со столбика без накида. Этот столбик также будет с общей вершинкой при завершении ряда. И я продолжаю следующую вершинку. Я выполняю столбик без накида. Далее полустолбик и столбик с накидом. Выполнили. Далее очень внимательно. Я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее накидной крючок, и я буду выполнять 3 столбика с одним накидом, с общей вершинкой и разными основаниями. Ввожу крючок. Первый столбик незавершенный, второй и третий. Общая вершинка. Выполнили. Далее у меня будет арочка из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее 2 накида на крючок, и теперь я буду выполнять 3 столбика с 2 накидами, с общей вершинкой и разными основаниями. Ввожу крючок, выполняю первый незавершенный столбик с 2 накидами. Далее второй незавершенный столбик с 2 накидами. И третий незавершенный столбик с 2 накидами. Общая вершинка. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняю 3 столбика с 3 накидами с общей вершинкой. 3 накида на крючок, ввожу крючок под арочку и выполняю столбики наши. 1, 2, 3. Первый столбик. Далее второй столбик и третий столбик. Все столбики с 3 накидами и общая вершинка. Далее опять арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 накида на крючок, и я с этой стороны начинаю выполнять все то же самое, что выполняла с этой. То есть как бы дублирую противоположную сторону. 2 накида, и у нас с вами идут 3 столбика с общей вершинкой. И выполняю 1, 2, 3 и общая вершинка. Далее я выполняю арочку из 7 воздушных петель. Не спешим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид на крючок, и здесь 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и общая вершинка. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2,
3, 4, 5. Накид на крючок. Здесь очень внимательно я пропускаю первую вершинку. Вот видите, здесь у нас получается она не довязана была. Здесь мы пропускаем. В следующую вершинку я ввожу крючок, столбик с накидом. Далее полустолбик, столбик без накида. И далее мы выполняем незавершенный столбик без накида, пропускаем вершинку общую, видите, да? В следующую вершинку я ввожу крючок, незавершенный столбик и общая вершинка. Далее я начну выполнение. У нас идет столбик без накида, полустолбик и столбик с накидом. И одна, видите, вершинка остается у нас не провязанная. Далее мы выполняем арочку. И так мы с вами обвязываем все наши 5 лепестков или 5 сегментов нашей салфеточки, нашего мотива. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила ряд, связала все 5 лепесточков, и мне остается завершить мой ряд и приступить к выполнению следующего, последнего ряда. И давайте начнем, точнее завершим выполнение и начнем выполнение последнего ряда обвязочки. Смотрите, я завершаю выполнение ряда, ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю незавершенный столбик без накида. Далее ввожу крючок в вершинку столбика без накида, вот самый первый, видите мой, и выполняю соединительную. Вот таким образом. Мой круговой ряд завершен. Видите, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Я ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Это у меня столбик без накида, вот его хорошо видно. И выполняю столбик без накида. Он также в дальнейшем будет связан с общей вершинкой. Далее в следующую вершинку столбик без накида. И в следующую вершинку столбик без накида. Далее у меня идет арочка, и я над этой аркой выполняю 5 столбиков без накида. Центральный столбик я выполняю с пико. Считаем. 1, 2. И теперь центральный, это третий у меня, третий столбик я выполняю с пико из 3 воздушных. 3 воздушные и пико. Видите? Далее 2 столбика без накида. Мы продолжаем нашу обвязочку. У нас следующая арочка, над которой мы будем выполнять 7 столбиков и над центральным пико. 1, 2, 3, 4. И над четвертым пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку. Вот видите, я захватываю за 2 нити. Соединительная. И 1, 2, 3. Выполнили. Далее мы выполняем 5 столбиков. И опять же над центральным пико. 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Ввожу крючок, соединительная и 2 столбика без накида. 1, 2. Далее очень внимательно. У меня следующая вершинка. Я в нее также буду выполнять пико. Пико мы также над вершинкой будем выполнять из 3 воздушных, то есть мы с вами выполняем сначала столбик без накида, вот таким образом, далее пико из 3 воздушных,
И вот так у нас будет смотреться наш красивый нежный лепесточек. И переходим на противоположную сторону. Все будет повторяться. Выполняем 1, 2, 3. И пикой из 3 воздушных. Я немножко побыстрее буду вязать, потому что мы уже это с вами все провязали. 1, 2. Напоминаю, 5 столбиков над центральным пико. Далее у нас 7 столбиков над центральным пико. 1, 2, 3, 4 и пико из 3 воздушных. И 1, 2, 3. Продолжаем. Далее у нас 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И над центральным, да, у нас над третьим пико. И дальше 1, 2 столбика. Все очень просто, но в то же время нежно и красиво. И смотрите, далее я выполняю 1 столбик без накида и следующую вершинку 2. И теперь смотрите, ввожу крючок в вершинку, незавершенный столбик без накида, пропускаю общую вершинку в предыдущем ряду, в следующую вершинку ввожу крючок, незавершенный столбик и общая вершинка. И так перехожу на следующий лепесточек. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Дальше у нас с вами идут 1 столбик без накида и 2. И арочка из 5. И мы с вами, как и ранее, 1, 2, 3. Теперь у нас пико. 1, 2, 3. Все пико одинаковые, из 3 воздушных. Далее еще 2 столбика. 1 и 2. И так мы продолжаем обвязывать все наши лепесточки до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего кругового ряда. Смотрите, выполняем вершинку незавершенный столбик без накида. Далее я пропускаю вот общую вершинку и вот вершинку моего столбика без накида, ввожу крючок и вот провязываю вот таким образом, то есть делаю общую вершинку. Далее провязываю воздушную ниточку, обрезаю, хорошо подтягиваю. Нить можно убрать по изнаночной стороне дальше. А мы с вами продолжим и посмотрим, что у нас получилось и как нам продолжить выполнение нашего красивого объемного мотива. Мы с вами выполнили все наши лепесточки. Скажу сразу, я целенаправленно вот не подпариваю их, да, то есть они вот такие у меня объемные. Единственное, вы можете самостоятельно убрать ниточку по изнаночной стороне. Далее мы с вами будем работать со свободными вот этими арочками. Опять же будем вязать 5 лепестков. Но очень интересным способом. Смотрите, нам нужно будет ниточки наши. Я буду вязать вот серым цветом 5 лепестков. Перемотать в небольшой вот такой клубочек, чтобы он проходил через вот это отверстие нашего лепестка. Я объясню в дальнейшем зачем. То есть видите, вот с легкостью проходит, это для удобства нашего вязания. И мы начнем выполнять. Вы берете буквально любую арку из свободных. Я возьму вот эту и ввожу крючок и начну выполнение.
воздушное и выполняю столбик без накида. Далее, как и ранее, помните, да, мы с вами выполняли арочки из 25 воздушных петель. И я точно так же провязываю 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Я выполнила арочку из 25 воздушных петель. И далее, смотрите, очень внимательно. Я беру мой лепесток и ввожу крючок под свободную арку, но за лепестком. То есть вот лепесток наклоняю вперед, ввожу и выполняю столбик без накида. Далее я беру и вот этот моточек, который я сделала, вот таким образом протягиваю через мое отверстие. Видите, да? То есть наши арки будут ложиться вот таким образом. И опять выполняю арочку из 25 воздушных петель. Выполню быстро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И смотрите, выполняю то же самое движение. То есть я беру лепесток, наклоняю вперед, завожу крючок под, вот видите, под арочку, столбик без накида. То есть закрепляю. И опять же протягиваю мой клубочек, моточек. И так буду выполнять все арочки. Завершу выполнение я вместе с вами. И видите, вот у меня за счет этого получается объем. То есть арочка как бы начинается с лицевой стороны и закрепляется уже за лепестком. Так выполняйте дальше самостоятельно. Смотрите, вот показываю. Я выполнила все арочки. Это моя последняя арочка. И я выполняю таким же способом. То есть, видите, вот за лепестком ввожу крючок, в вершинку столбика без накида выполняю соединительную. Расслоилась ниточка, повторю. И подтягиваю. Дальше я покажу, что у меня получилось. Видите, вот все мои 5 лепестков, они вот как бы, видите, создают 3D объем. Вяжем мы все точно так же, как мы выполняли эти 5 лепестков. Я даже не буду начинать провязывать, потому что все вяжется вот буквально точно так же, как эти 5 лепесточков. Ниточку обрезаем в дальнейшем, убираем и смотрим, что у нас получилось. Единственное, да, вы будете без конца для удобства протягивать моточек пряжи в лепесточек, чтобы вам было удобнее вязать. Все, вяжем все 5 лепестков в дальнейшем точно так же, как и эти, самостоятельно. Как мы с вами договаривались, я довязала все 5 лепесточков, и вот такая красота у меня получилась. Сразу хочу сказать, вы можете подпарить саму вот эту салфеточку, да, мотив, и он станет плоским, но я не захотела этого делать. Мне вот нравится именно объем в этом случае. Я покажу вам еще проекты, сделанные с помощью вот такого интересного приема. Они именно плоские. В этом случае я, ну, скажем так, добивалась и хотела сохранить объем. Вот такая красота у нас получилась. Нежно, красиво.
И я бы сказала, достаточно просто. И покажу еще в другом цвете, видите, более ярком. Тоже смотрится интересно. В центре я подшила бусинку, вы можете подшить бусинку, да, вот. И так будет смотреться ваш вот такой интересный, необычный, красивый проект. И еще раз повторю, вот мы с вами такую красоту научились связать. Можете отпарить, сделать более в плоском виде вашей салфеточки или ну, вот такие мотивы, да, красивые. Но я оставила именно в таком виде, мне так больше нравится. И покажу еще два проекта. Это уже более плоские проекты, видите, да, точнее плоские проекты. Ссылочки на них я даю под видео. И вот, используя именно такой прием, вот тоже такая нежность и красота получается, видите. Можете использовать пряжу одного цвета, можете двух цветов, можете двух оттенков использовать. Все зависит от вашего желания и фантазии. Спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь. До новых встреч и творческих вам успехов.